Здравствуйте, друзья! Извините за небольшой сбой в ритме выхода видео. Виной тому выставка Moscow Watch Expo, организатором которой является наша компания. Провести мероприятие на несколько тысяч человек непросто, поэтому все внимание последней недели было отдано ей. Но в этом есть и плюс. В комментариях нас часто спрашивают про российские часы, про их историю и про то, что выпускается сегодня. Выставка стала лучшим местом, где можно встретиться сразу со множеством компаний. И мы подготовили целую серию репортажей со стендов различных заводов. Так что впереди вас ждет цикл «Русский проект». Провести беседы, встретиться с руководителями компании мне помогла Татьяна Сальникова. Так что передаю слово ей, а сам иногда буду включаться для комментариев. Сейчас мы пообщаемся с одним из постоянных участников выставки Moscow Watch Expo. Это группа компаний «Слава». Добрый день. Ну, вы у нас самый такой старейший бренд российский. Расскажите, пожалуйста, что в этом году нового? Уже начали подготовку к столетию бренда и решили устроить такую ретроспективу. 95 лет бренду, да? Сейчас мы празднуем 95 лет, но на ближайшие 5 лет мы запланировали выпуск ремейков очень популярных прежде часов, но уже в совершенно новом исполнении, в новом дизайне. Модель очень популярная, более 50 лет назад выпускалась на заводе, и у нее было несколько таких народных названий: телевизор, танк. Ну, это характерна такая форма, напоминающая и танковые треки, и форма сама напоминала телевизоры того времени. Это абсолютно современные новые часы, но с тем механизмом, который выпускался в те годы. Это оригинальный мануфактурный механизм «Слава». Механизм выпущен более 30 лет назад, он репассирован, то есть восстановлены все его свойства, он практически как новый. У нас есть свои запасы, и плюс мы еще делаем реэкспорт из-за границы. Все это изготовлено из высококачественной легированной стали 316. Вот. И, в принципе, элементы дизайна во многом воспроизводят ту модель, которая раньше была, но по своему совершенству это абсолютно современные часы, поскольку в те времена для удешевления использовалась пластмасса, материалы были часовая латунь. Цветовая гамма очень интересная, 5 видов покрытий корпуса. И еще разновидность по циферблатам позволяет комбинировать и собирать эти часы по требованию заказчика. Цвета есть серебристый, есть черный, есть под оружейную сталь. В зависимости от покрытия данные часы находятся в ценовом диапазоне от 52 до 56 тысяч рублей. Для коллекционных часов, причем с такой историей, да, конечно, это, я считаю, вполне 2 года заводской гарантии, и впоследствии мы еще в течение 10 лет обеспечиваем ремонт. Лимитированная коллекция? Да, всего 500 штук, почти половина этих часов распродана. Да. Есть у нас коллекционеры, которые купили сразу 10 вариантов этих часов, и все подогнали на руку и сказали: будем носить. Это вот тот вариант, в который можно вложиться, потому что больше таких часов не будет. Они обречены стать раритетными в коллекциях частных коллекционеров. Телевизор, пожалуй, самая интересная модель из ретроспективы. Если вы помните оригинал, поставьте лайк. В целом, лично мне модель нравится. Могу отметить только 2 замечания. Это шрифт циферблата, который лично мне нравится, он мне симпатичен. Мне кажется, сделано хорошо, но он не совпадает со шрифтом в календаре. И на букву «С» на заводной головке. В целом же, повторюсь, лично мне модель понравилась. И мне кажется, она должна понравиться всем, кто любил механизмы «Слава». Что еще приготовила компания? Вот модель. У нас ее наименование «Мир». В свое время выпускалась миллионными, можно сказать, тиражами. Если кто сейчас смотрит, увидит, что эти часы были на руке у дедушки, у наших руководителей государства. Ностальгия. Да, это часы, которые реально напоминают о том времени. Специально перфорированный ремень, который позволяет повысить его срок эксплуатации. То есть не так рука потеет под таким ремнем, и
создает соответствующий дополнительный такой вот визуальный эффект. Это новое решение, мы привносим, добавляем какие-то современные требования, тренды. И перфорированные ремни очень популярны именно в этом году. Высоколегированная сталь, здесь тоже находится механизм мануфактурный предприятия второго Московского часового завода. Если заметите, такой вот элемент перевода, кнопка перевода даты. И везде на головках часов повторяется буковка «С». Слава. Мы должны за 5 лет будем выпустить более 10 коллекционных таких моделей часов, которые, ну вот я уверен, просто будут на расхват у коллекционеров. Корпуса изготовлены на тех же фабриках, где изготавливаются корпуса ведущих швейцарских брендов. Здесь используется минеральное стекло, у него есть специальное покрытие сапфировое, которое позволяет повысить его эксплуатационные свойства, то есть на нем не будет царапин. Я думаю, вот этот эффект сапфирового напыления, он позволяет добиться двоякого. И царапин нет, и стекло более прочное. Что по ценам на эти часы? Данные часы находятся в ценовом сегменте в районе 30 тысяч рублей. Решение своеобразное, но интересное. Обсуждать дизайн, наверное, и не стоит. Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Такой точно модели не выпускалось на заводе. Новый дизайн это? Да, это новый дизайн, но он навеян. Был очень такой популярный интерьерные часы под маркой «Слава». Назывались «Кристалл». И они были такие вот большие, может, многие помнят, многогранное такое стекло, внутрь которых интегрированы часы. Были у нас дома такие часы с 7-дневным заводом. Я до сих пор помню ту тугую пружину. Вот этот образ кристаллического такого корпуса прозрачного, он подсказал нам форму и решение этих часов. Если вы обратите внимание, здесь вот и безель, и стекло, вот это вот все выполнено с такими гранями, которые сверкают, переливаются и создают очень большой такой праздничный эффект. Ну, эти часы, они выпускаются как с государственной символикой, так, в общем-то, они выпускаются в стандартном варианте. Эти часы тоже находятся в районе 30 тысяч. Мы в прошлом году начали сотрудничество с нашим известным актером Иваном Охлобыстиным. Он стал нашим креативным наставником, и вместе с ним мы запустили проект «Галерея Слава». Выбираются наиболее популярные и известные актеры, которые занимают самое большое экранное время. И по этому принципу они как бы сформировали такую галерею общественного признания. Смысл вот этого проекта, признаюсь, мне понятен не до конца. Компания действительно сумела задействовать очень известных актеров. И было бы логично ожидать, что реклама с этими актерами будет кричать на нас буквально с каждого столба. Но ничего подобного не происходит. В любом случае, Слава молодцы, потому что они проявляют активность, не свойственную отечественному производителю. Первый был Дмитрий Назаров, Меньшиков Олег, Дмитрий Нагиев и Михаил Пореченков. Вот. Я смотрю, все мужчины такие брутальные. Прям такой выбор. Это под влиянием, в общем-то, не менее брутального Ивана Ивановича. А следующий проект вообще показался мне едва ли не самым интересным на всей выставке Moscow Watch Expo. Он сейчас тоже очень востребован. Здесь вот лежит оружие. Вот. Это опасно? Неспроста. Вот эта модель, русская рулетка, она создана по предложению Ивана Ивановича. Череп я вижу тут. Грозно часы выглядят. Сделать часы в стиле русская рулетка предпринимали очень многие часовщики. Смысл русской рулетки, он общеизвестен. Это игра каких-то вот таких гусаров, подвыпивших офицеров там из прошлого, которые испытывали свою судьбу и пытались таким образом играть. Игра с летальным исходом, русская рулетка. Вот. Но мы живем в современную эпоху, и вот сам смысл вот этой игры, гадания некого, он реализован в этих часах. То есть без летального уже исхода, понятно. Если эти часы перевернуть, то мы увидим конструкцию, очень похожую на барабан револьвера. Здесь вращается вот такой диск, на котором установлен тот самый патрон, которого так все боятся. И происходит его позиционирование в одном из 6 положений. То есть он всегда останавливается в одном из отверстий.
Можно заиграться и забыть, Да, вот что часы на видите, руку да? надо надеть. Если, допустим, мы отдыхаем, то можно просто медитировать, вот как спиннером пользоваться, как дети. Популярный, Да. который. Если эти часы находятся на руке, то тут наступает уже элемент гадания. Уже непонятно, попал или не попал патрон вот сюда. И если вот, допустим, мы все-таки запустили и ждем, диск останавливается, и мы нажатием этой кнопки можем проверить. Как только патрон останавливается вот в этом положении, и человек смотрит на результаты гадания, вот, то он видит там такой вот Череп. череп с костями, то, что мы видим вот еще раз. Так, кручу, да? Да. Ух, жива. Повезло. Такая вот странная коробочка, она напоминает гроб. Вот. Но Какой кошмар. стилистика Почему? самих таких часов и самой игры, она предполагает несколько такие мрачноватые оттенки, но это все как бы в одном стиле. Если посмотреть, то это все смотрится достаточно органично. Огромное количество желающих приобрести, но эти часы у нас будут готовы только в апреле следующего года, поступят в продажу. Любой человек, который в себе сомневается, он может с этими часами принять для себя решение. Вот надо этим Кстати, заниматься погадать. или нет. Да. То есть гадательный эффект этих часов помогает принимать решения. Поделитесь секретом, какую цену стоит ждать? Ну, я думаю, что это будет в районе 100 тысяч рублей. А из чего они выполнены? Это стальной корпус, использовано сапфировое стекло в данном случае. Все элементы корпуса, детали, все изготовлено из высоколегированной стали. Вот такой ремень очень интересный, специально отшит. Вот этот механизм уникальный, никто им никогда не пользовался, это предмет отдельной гордости. Ну, это разработка наша. Диск, там расположены магниты, и он определяет свое положение с помощью магнитов. Да. Так, это механика. А внутри механизм, да, это механические часы, самые обычные. Слава не первая компания, кто использует в часах идею русской рулетки. Наверняка вы знаете другие примеры, напишите в комментариях. Но лично мне идея, которую реализовала Слава, нравится едва ли не больше всего. Нравится, потому что здесь решение двустороннее. Часами можно играть с обоих сторон и даже не снимая их с руки. Из небольших замечаний отмечу только заводную головку и кнопки. Они могли бы быть чуть-чуть покрупнее. А все остальное очень хорошо держит тему. Наши часы ни в чем не уступают иностранным брендам. Они носят национальную такую вот окраску яркую. И мы делаем продукт, которого нет в мире. Просто аналогичных этим часам их просто еще не существует.